Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События до конца весны. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас сегодня колода Таро поддержки, помощи ангелов. И доброе небо мая последнего месяца весны как раз располагает к тому, чтобы мы вспомнили о том, какие задачи мы ставили на начало весны. Или, может быть, период прежде, на начало года, что мы сумели реализовать, а что для нас уже не имеет силы, утратило интерес или само по себе как-то нивелировалось, исчезло, не имеет значения. Чтобы мы были добрее к собственной душе, к собственным планам, к собственной мечте, простили, может быть, себя и других за ошибки. И если теперь с этого момента мы не имеем возможности вернуться назад, чтобы правильно начать что-то, но мы имеем возможность правильно закончить какое-то дело или по-другому увидеть ситуацию, отпустить, может быть, с душевным спокойствием то, что мы не можем изменить, есть какая-то реальность, и настроить наше мужество как раз в том направлении, где перемены в наших силах, то, что мы можем как-то преобразовать, адаптировать. Иными словами, будем мудрыми, чтобы суметь отличить одно от другого. И май месяц нам всячески способствует этому, даже планетарно. Я оставлю ссылку на свой сайт под видео в описании. Вы можете перейти. И это статья «Планетарный гороскоп на май месяц», который захватывает разные аспекты. Для вас же, мои дорогие близнецы, я скажу, помимо всех остальных аспектов, май вообще и на личную жизнь очень благоприятен. И Венера, которая в знаке зодиака Телец, она всячески на начало месяца способствует реализации наших проектов, или чтобы мы определились, все то, что касается нашей реальной жизни, нашего благополучия. И ваш Меркурий, если в течение апреля была какая-то путаница, то в течение мая до 15 числа он находится в знаке Овен, когда больше ясности, а после 15 он переходит в знак Телец. И Телец это все то, что как раз и касается нашего благополучия или организации каких-то новых форм сотрудничества, взаимодействия, собственного благополучия, решения материальных вопросов, достатка или новых форм занятости, новых форм дохода. Одним словом, мы идем дальше, мои дорогие близнецы. И первую карту, которую мы с вами достанем, будет называться «Что окончательно завершится до конца весны». Какие вопросы? Может быть, в какой сфере жизни нам подскажут карты? Что же нового войдет в вашу жизнь до конца весны? Неожиданности до конца весны, мои дорогие близнецы. Чем запомнится вам этот период? И достанем еще 3 карты. Первое. Событие или то, что придет, может быть, в какой-то из сфер жизни для вашего благополучия, радости, что вам будет способствовать, что более продуктивно. Событие, которое изменит жизнь или подтолкнет вас к каким-то переменам, или в какой сфере жизни будут эти перемены в дальнейшем происходить. И события, которые заставят измениться вас самих, на себя как-то по-другому, может быть, посмотреть, взглянуть. Итак, что же окончательно завершится? А тут не то, что завершится. Ну, хотя да, тут может завершиться конкретно какое-то путешествие. Вы можете вернуться из путешествия. Или от вас человек может уехать. Но все же карта звезда, благополучная карта, она как раз о расстоянии говорит. Уменьшается расстояние недопониманий, мои дорогие. У кого-то в отношениях, может быть, отношения на расстоянии были. И теперь вы сумеете до конца весны проговорить, осуществить важные глубокие темы, когда вы поймете друг друга лучше, или те вопросы, которые содержали в себе больше, недоразумений или белых пятен, да, вот что-то вы друг о друге не знали, здесь, скорее всего, с чем-то вы определитесь. Больше ясности, больше понимания. Что завершится, да? Мы спросили, дистанция какая-то уменьшится сама по себе. Для кого-то из вас это может быть вы съедетесь даже с человеком любимым. По этой карте
вдохновение. Но вдохновение, если мы спросили, завершится, это тот период, наверное, когда, как преамбула, всегда способствует новым свершениям. Все начинается с наших мыслей и вдохновения. И в последующий период вы это вдохновение, которое, ну так, еще пока не осязаемо, будете переводить на какие-то более конкретные рельсы или переводить все то, что вы себе задумали, составите какой-то тезис, план, как мне именно реализовать свой проект, свое намерение и цель. Это абсолютная вера в собственных силах. Но есть еще и по этой карте, когда все же не завершается, а какой-то процесс у вас продолжится, мои дорогие близнецы. Видимо, часть вопросов вы сумеете согласовать, проговорить. Но есть еще та тема, которая будет к продолжению. Здесь больше как старт в будущее у вас буквально происходит в середине мая. Давайте мы узнаем, вторая карта, что же нового входит в вашу жизнь. Шикарно. Карта императрицы. Мои дорогие девочки, это вы сами, это ваши планы, это ваше благополучие. Для всех абсолютно это карта власти, наших новых возможностей, карта нового «Я». Такой для девочек это может быть новое «Я» сопряжено с ожиданием ребенка или построением вашей личной жизни, но нового этапа ваших отношений. По этой карте смена статуса, что нового входит в вашу жизнь. Действительно, в отношениях смена статуса. И если это были те отношения, которые вам уже не приносили радости, не было взаимопонимания, то здесь, скорее всего, будет поставлена точка, может быть, по документам вы решите что-то окончательно. И наоборот, если была какая-то дружба, вы переведете на новый этап ваших отношений. Мы можем изменить свой статус, буквально пойти под венец или оформить юридически ваш союз. Ну и в плане активности, реализации творческих проектов или откуда к вам приходят деньги, каким образом я буду осуществлять свой доход, что-то вы будете просчитывать. Это вот сама по себе Венера. И это отношения и финансы. Мы спросили, что нового войдет в вашу жизнь. Новый порядок жизни, новый какой-то жизненный уклад. Новое видение реальности, мои дорогие. Но это у вас два старших аркана, замечательных, как по карте звезда. Нет ничего невозможного. Это вера и это исполнение желаний. Ну и по карте императрица дважды мне нечего добавить. Изобилие, процветание, благополучие, настройка собственной жизни и ее адаптация к новым формам взаимодействия, к новому быту, может быть, к новым условиям комфорта, к новому качеству жизни. Шикарно. Вот в мае такие перемены, неожиданности. Знаете, вот это очень добрая карта, король воды, и это есть тот человек неожиданности. Может быть, вы сумеете какие-то важные разговоры как раз, или уже сумели осуществить, когда, как в неожиданностях, вы поняли, что есть тот человек, который готов брать ответственность за вас, который вас любит, который относится к вам искренне. И не важно, что у нас король показан. Для моих девочек дорогих это действительно будет какой-то важный мужчина. И для тех, кто один или одна, мои дорогие, определенно стоит подумать, как мне организовать свою жизнь, чтобы не быть одному или одной. Потому что доброе небо мая для вас, мои дорогие близнецы, способствует как раз большему благополучию, любви, счастью, личному именно счастью. Как будто есть тот человек, с которым мы будем на одной волне. Ну, наверное, как те астральные близнецы, когда вы будете думать в одном направлении. Может быть, способ мысли, способ взаимодействия, он может и отличаться, но объединять будут именно те какие-то цели, которые они для вас по умолчанию одинаковые. И ответственность, вот по этой карте мера ответственности, когда и вы берете ответственность за человека, и человек берет ответственность за вас. Вот, наверное, тогда и получаются шикарные союзы. Тогда мы счастливы, тогда мы не давим своими предубеждениями на партнера, делая именно вот так, как я сказала или сказала, или
когда вот бывает, из-за чего рушатся союзы. Потому что легкость, вот эта спонтанность в отношениях утрачивается. А вот здесь полная гармония даже вот неожиданностях для вас. Или какие-то добрые события по части личной жизни, вашей семьи, может быть и ваших детей. Что-то доброе, светлое входит за период мая, как новые возможности. Чем же запомнится вам этот период? Ну, все то, что я сказала. Еще одна карта. Просто первая карта, а дальше следует продолжение. Посмотрите, десятка пентаклей. Это благополучие, изобилие, процветание, получение денег, для кого-то купля-продажа, смена места жительства, правда, с учетом карты звезда. Может быть, и не в процессе буквально вы осуществите майя, но точно вы уже будете знать, в каком я направлении движусь и как будто ощущать. Возможно, интуитивно, все же с учетом короля воды. У вас будет хорошо работать интуиция, мои дорогие близнецы, у всех, что да, вот в этом фарватере есть смысл продолжать что-то. И у меня мое дело получится. Как получится финансовые вопросы решить? Так, имущественные, жилищные, по части работы, по части личной жизни, организация собственного быта. Нечего добавить. Событие или то, что придет в вашу жизнь до конца весны для благополучия, радости. Удивительный месяц, май, мои дорогие близнецы. Карта колесницы и в этой колоде Таро ангелов, поддержки, патронажа ангелов, вот так она называется. Это сила желаний, победа, новые возможности, правда. Какой-то переезд вы сумеете осуществить. Хотите поменять место жительства куда-то далеко, да у вас получится. Хотите изменить сферу деятельности, у вас тоже получится. То, что вы себе наметили по этой карте, мы чего-то достигаем, и мы чувствуем абсолютную силу сейчас наших возможностей, чтобы реализовать какой-то проект. И это старший аркан. Ангелы помогают вам. Вот как ангел, изображенный в колеснице, посмотрите, руки так вот свободно развел в стороны, он парит в этой колеснице, нет ничего невозможного. Открытость миру, открытость как и вера в собственные желания, так и открытость новым возможностям, когда какие-то табу, то, что там было или тянуло нас назад, или то, что нас разочаровывало, все, мы уже в колеснице где-то вперед, и это карта успеха и старший аркан, потому что обстоятельства вам помогают. Тут, правда, серия каких-то удачно сложившихся, может быть, ситуаций, отчасти, конечно, и правильно предпринятых ваших действий есть реальность. Есть вот тот итог, который вас радует. И по десятке пентаклей это все-таки то, к чему вы приложили усилия. Поэтому вы себя похвалите и помчитесь дальше, мои дорогие. Правда, тут много что в вашей жизни меняется, качество жизни. Событие, которое, удивительный расклад, еще один старший аркан, которое подтолкнет вас к переменам. Но это 20-й старший аркан, аркан возрождения, избавление от боли, избавление от страданий. В других колодах это как карта страшного суда, но это суд вовсе не страшный, а это когда определенный жизненный этап нами уже пройден, и он вот есть то, что не имеет значения. И если мы прежде могли о чем-то думать, может быть, 250 раз где-то вокруг одной темы наши мысли крутились. А вот теперь мы понимаем, что нет, правда, было прошлое, мы его оставляем позади, идем дальше. И здесь, знаете, приятные эмоции, благополучие и восстановление собственных сил, опять же, при помощи высших сил. Ангел трубит о возрождении, о новом жизненном этапе. Сами по себе у вас перемены во всех картах. И это сфера жизни, ну, наверное, как по всем планетарным событиям. Правда, перейдите на мой сайт, почитайте. Я думаю, какие-то подсказки каждый для себя найдет. Основные направления – отношения и финансы. Те события, которые заставят измениться вас. Но тут нам уже все сказали. А это карта прогресса. Вы уже как в новых реалиях. Вы видите на достаточно большой период времени. И, мои дорогие, по рыцарю Пентакли это спокойный период жизни. Это размеренность.
Это когда мы в спокойном ритме можем реализовать свои планы. Это когда по работе вы начинаете что-то новое, возможно, или в каких-то новых условиях, с новыми должностями, например, или как дополнительные источники дохода, или новое качество жизни, которое тоже по этой карте лет на 10-20 нам не говорят, а, знаете, манне с неба, или что нам сваливается как на голову какой-то куш. Нет, усилия какие-то прилагать придется. Внимание к деталям вам придется осуществлять. Себя где-то тоже быть готовым изменить сообразно тем обстоятельствам или что вы задумали. Но этот прогресс означает как раз, опять же, как и новое качество жизни, так и рост вашего дохода. Это то благополучие, которое с прогрессом вперед. И это вас все меняет. Тут полностью изменения происходят, ну, наверное, как по Плутону, лет на 10-20, как и в личной жизни, так и в возможностях заработка или в получении денег. Какие-то вопросы. Все зависит от того, каким образом к вам приходит доход. Но новые возможности жизни с новыми радостями, с новым вдохновением для вас в течение мая, они как-то концентрируются, выстраиваются более четкий проект в течение мая месяца и до конца весны. Какие-то согласования важные, оформление документов или оформление отношений. Тут высшие силы просто помогают, чтобы вы были счастливы. Я больше не могу чего-то другого сказать, потому что у вас выпадают такие карты. Используйте по максимуму этот замечательный период. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие близнецы.